Ну, все, можем начинать. Начинаем пресс-брифинг по фильму «Конкурс игровой кино осенней премьеры» и «Выборгский счет. Прикосновение ветра». Ольга Велимеева и Елена Демидова, режиссеры фильма, продюсер фильма Анастасия Разлогова, сопродюсер Анджи Петрос, актриса Юлия Аут, звукорежиссер Илья Велимеев и консультант Алла Намсараева. Вы хотите что-нибудь сказать до вопросов? Или с вопросом сразу перейдем? Мы после вопросов сделаем небольшое объявление. Заинтриговали. Мария Безрук, Бизнес ФМ. Я вам благодарна за этот экскурс в совершенно для меня незнакомый мир. И я пока смотрела кино, я все время ловила себя на мысли, что и это тоже Россия. Мы об этом не думаем каждый день, но это очень важно. Напоминать нам о том, что мы не только такие, как люди, сидящие в этом зале, что совершенно другой мир, другая культура. А вопросы три коротких. Первое. Почему, в принципе, у вас возникла идея поговорить об этой культуре, об этом регионе, что послужило толчком? Где грань между Юлией Аук, ее личными историями и судьбой героини? Потому что я купилась, на самом деле, на вашу игру, и в какой-то момент я поняла, что я не могу для себя разделить и понять, где Юля говорит от себя и рассказывает личную историю, а где она рассказывает историю героини. Намеренно ли вы это сделали? И третье, что меня очень волнует, какова дальнейшая судьба этой картины? Потому что как бы здесь понятно наши маленькие радости, все поздравили друг друга, а что дальше? Да, добрый день еще раз. Хотела бы ответить на вопрос про идею. Когда-то давно, когда я еще была студенткой ГИКа, мы познакомились с моим знакомым человеком, Виктором Алферовым, он тоже режиссер, и он родом из Бурятии как раз. И он мне говорит: Оля, у меня есть такой край потрясающий. Поехали со мной ко мне домой, я тебя познакомлю с этим героем. И вот мы дружились, и я в Бенде работала. Вот. И я действительно была поражена. Для меня это был шок, потому что на самом деле мне казалось, что Бурятия, Улан-Удэ — это где-то... Да, это вообще другая планета. И мы думали, какой же создать фильм, потому что эмоций было много, а как их выплеснуть, во что, непонятно было. И мне пришлось приехать еще, и потом приехать еще. И после этого я поняла, что мы даже привозили драматурга, который должен был тоже написать профессионально, как он умеет, но он не смог. Он говорит: я не могу, я пока не понимаю, у меня что-то мозг отказывается воспринимать это все стандарты, которые... Потому что он не бурят тоже, и показать вот научно-публицистический фильм о Бурятии тоже мы не хотели. Хотелось именно больше чувств. И как эти чувства выразить, вот потом мы общались с моим любимым, с моим, можно сказать, вторым отцом, это мой мастер Валерий Бакич Ахадов. И я ему говорю: вот такая идея, хочу выразить свои чувства, чтобы была и игровая история, написать ее, некий вектор задать, и чтобы люди почувствовали, увидели, что происходит в реальности. То есть не придумать, а именно погрузить в реальность, и реакции должны быть именно реальными. И я говорю: вот у меня еще есть вот Лена Демидова, режиссер-документалист, говорит: Оля, это гениально, и что ты думаешь? Бери Лену тоже и езжайте, и вы сможете сделать то, что ты хочешь. Поэтому я ему благодарна за именно вот этот вот некий, толчок туда, вот в эту всю историю. И так и воплотилась идея, что именно вот некий вектор игровой истории и эмоции, чувства, которые, да, Лена поймала, потому что Лена — это потрясающий человек, который всегда в нужном месте, в нужное время с включенной камерой. Это просто удивительно. Я очень рада, что она у меня была в нашей картине.
Вот. А второй... Да, тогда я просто прям продолжу, потому что, наверное, фильма бы не было, если была бы другая актриса. Потому что, я могла бы следить своей, любой камерой, как ее там не называют, вот, но была бы просто история про фильм о фильме, в общем-то. При всем том, что это Бурятия, и все равно она пошла в камеру, и все равно там была бы какая-то безумная жизнь. Но все-таки для кино важно, когда у героя есть какие-то свои вопросы. Для документального кино это всегда важно. Но для игрового эти вопросы должны быть у игрового героя. А здесь как раз та история, когда это было и у героини Юлии, и у самой Юлии. И для самой Юлии это была важная история, и для героини это была важная история. И мне было безумно интересно наблюдать, как иногда эти истории расходились, они были разными, а иногда вдруг сходились. Здесь еще одна важная вещь, это просто действительно важный слой фильма. Юля все-таки много в себя вмещает, и в том числе и такую важную часть, как мы, как все мы, как представитель. У нас герой, бурятский герой и бурятский актер. Однажды, когда его спросили, про что фильм, он сказал про Бурятию, про любовь, про людей, а потом задумался, говорит, это про москвичей. И вот эта часть тоже здесь есть, как мы приходим в чужой мир. Да, иногда мы славны в этой посудной лавке, иногда мы вдруг что-то открываем, иногда мы хорошие, иногда они разные. И это тоже было безумно интересно, и это тоже получилось именно благодаря тому, что вот такая героиня, и, и такая друг, потому что все были в каком-то смысле героями. И такая история Улина, потому что она действительно выстрадана и прошла длинными годами подготовки. Это же было несколько лет, дорожечка. Понять, несколько лет для того, чтобы понять, как выстроить. Да, и еще обращу внимание, что в нашей группе специально такой подобран состав еще людей, что наша героиня, она у нас абсолютная материалистка, да, Юля. То есть это не человек, который вот всему верит, даже там, и поклоняется всему, там, ее легко как-то выбить из колеи. Нет, и это очень было важно, потому что действительно Бурятия, она наполнена людьми верующими, и там и шаманизм, и буддизм, и тут приезжает Юля, которая достаточно жестко говорит: я атеист, ребята. Вот, и это тоже было очень интересно, вот это вот столкновение, как раз когда она попадает к Ганжуру Ламия. И вот этот ее, вот эти слезы, это реально, а когда она вышла, я поняла, что вот, это тот кадр, ради чего я задумала все это. И действительно, вот этот человек просто на какой-то момент смогло, может быть, не знаю, или пошатнуть, или не пошатнуть, или почувствовать, может быть, не мозгом, но вот сердцем, что есть что-то еще. Извини, пожалуйста, астрология к вере не имеет никакого отношения. А Ганжур Лама все-таки астролог. И буддизм, слава богу, религиозно-философское учение. И именно поэтому это позволяет мне принять. Вот, да. Еще вопрос, прокатных фестивальных планов каких? Да, во-первых, мы очень рады, что у нас мировая премьера состоялась в Выборге. Во-вторых, что касается планов российских, это мы будем на фестивале «Восток-Запад» в русской программе в Оренбурге. Конечно, мы планируем прокат весьма ограниченный, и мы надеемся, что кинотеатры пойдут нам навстречу, и будет возможность сделать прокат в Москве, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ. У нас будет показ на Владивостокском фестивале, они нас взяли в документальную программу, что для нас тоже очень приятно, что фильм рассматривается с разных сторон.
Вот, и, собственно, то объявление, часть того объявления, которое я хотела сделать в конце, о том, что международная премьера состоится на кинофестивале в Монреале в программе конкурс дебютных фильмов. Вот, чему мы тоже очень рады. Это будет 3 сентября. Вот. Далее еще мы планируем азиатскую премьеру в Алма-Ате, кинофестиваль Евразия. Вот. И мы надеемся, что наш фильм не оставит зрителей равнодушными, и что зрители все-таки смогут его увидеть. Слава Шабронов, портал «Частный корреспондент». И у меня вопросы 2, может быть, даже 3, они разные, поэтому я их разделю. Первый связан с приемом ведения повествования, вот, как бы, кастинга, но стилизованного, конечно. Причем это не просто там формальный прием какой-то такой декоративный, а он играет свою роль в сюжете даже. То есть он помогает понять сюжет, что, ну, как бы, это довольно часто бывает, когда актер комментирует свои, как у Бергмана, там вот страхи, по-моему, еще там у Гадара, где-то еще. Но здесь это вот немножко по-другому использовано. Но я заметил, что съемки вот этих эпизодов, они происходили в театре только еще вот очень старом, в подвале, то есть даже не на разбор. То есть это было года 2 минимум назад, если не... 12-й год. Вот-вот, если не больше, потому что уже с тех пор театр сменил 2 площадки. И в связи с этим у меня вопрос, когда я немножко, конечно, обалдел, когда увидел там Ксюшу Зорину и... А? Зорину. Да, Наташу Пирель. Вот. Отчасти всерьез, отчасти в шутку хочу спросить, все-таки кастинг был до некоторой степени настоящий, и мы имели какой-то шанс вместо замечательной Юлии Аук, может быть, увидеть, может быть, не менее замечательную там тоже Ксению Зорину, тем более, что она, в общем, не актриса, а режиссер. Вот. Или все-таки это такой чисто игровой момент, который был нужен вот, по драматургии только? Давайте я, наверное, отвечу. Алло. Дело в том, что кастинг, он как бы двойной у нас. Да, потому что, с одной стороны, конечно, не подразумевалось, что девушки будут играть в этом фильме, но их пригласили, сказали, что представьте, что вы пришли на кастинг, но, пожалуйста, прочтите сценарий, прочувствуйте его и ответьте на вопросы. Они не знали, какие вопросы мы им будем задавать. Вот, поэтому девушки отвечали то, что они думали. И получилось, что он отчасти игровой, этот кастинг, отчасти документальный. Но вот Юля Аук, она отвечала абсолютно от себя, то, что вот она не готовилась, она не знала, что у нее будут спрашивать, поэтому, в общем, это документальные кадры. Но, конечно, изначально мы собирались снимать именно Юлю. А второй у меня вопрос, может быть, консультанту фильма. Я вот не очень отсюда вижу, да, вот сейчас вижу. Мы даже когда проезжали по Приморскому проспекту, вы нам наше внимание обратили на место вашей работы, скажем так, да, кто ехал с нами в автобусе на буддийский центр, на Датсан петербургский. И в фильме я обратил внимание, что обычно это достаточно распространенный вообще как бы сюжетный ход, когда человек из урбанистической индустриальной цивилизации приезжает в какой-то совершенно вот такой мир, что называется, какой-то. И это всегда выглядит немножко как бар юрского периода, как такой изнеженный какой-то такой вот абсолютно оторвавшийся от корней человек, вдруг погружается чуть ли не в первобытно-общинный строй. Вот здесь этого нет, потому что Бурятия предстала, с одной стороны, такой достаточно традиционным обществом, а с другой все-таки очень модернизированным. То есть герои, они же там не просто пастухи или там какие-то там землекопы, а один актер, другой поет в опере, то есть причем он не горловым пением занимается, а он оперные партии басовые в театре поет. Вот. И вот это вот соединение модернизации и традиционной культуры, оно меня как раз с одной стороны очень подкупило. Ну и что касается героини, которая приезжает тоже, да, то есть это обычно за такой традиционной духовностью едут какие-то, ну вот в западных фильмах, например, какие-то такие потлатые маргиналы в каких-то фенечках, такие уже, а здесь такая дама в шляпе, на каблуках, в платье, в таком, как она там ходила, я даже вообще не представляю.
Вот, это все, с одной стороны, меня очень подкупило. А с другой, вот нет ли здесь все-таки, я уверен, что вы сейчас мои сомнения развеете, нет ли здесь какого-то противоречия, а может быть даже отчасти лицемерия в том, что вот эта традиция, она в этой все-таки очень сильно модернизированной обстановке, в этом сильно модернизированном еще и как бы в контексте бывшем советском, СССРском, где это все тоже. Короче, Вот нет ли здесь противоречия, а может быть даже где-то и надуманности вот в том, что эта традиция вот так вот живет и процветает, потому что общество у нас, ну как бы сама ситуация социальная, как мне кажется, не очень располагает к этому. Ну вы, наверное, сейчас меня опровергнете. Спасибо за вопрос. Ну, вы все прекрасно знаете, что только с конца 80-х годов начало возрождаться во всех традиционных конфессиях, и не только традиционных, вот то, что вы сейчас назвали там и обрядовостью, и то, что Юлия там ходила во время праздника. Кстати, это были документальные съемки, летом действительно такой есть праздник в Бурятии, встречают Будду следующего периода Майтрею. И вот этот вот зеленый конь, его специально возят, он сделан из папье-маше, за ним идут, и через 2400 лет Будда Шакьямуни, который сейчас правит, как считают буддисты, уходит, и следующий за ним придет следующий Будда. И вот встречают этого Будду, говорят ему: мы знаем, что вы придете. И Юля тоже приняла участие вот в этом обходе вокруг Дацана, и это реальная очередь, которая стоит на поклонение так называемому нетленному ламе Хамбаламе Тигилову. Тоже она совершенно в реальных условиях, не специально для фильма это все. Я уточню тогда вопрос. У нас тоже стоят очереди ночами на морозе, это, кстати, ни о чем не говорит еще. Вот, поэтому это все-таки, в этом есть элемент какой-то карнавальности, даже, может быть, туризма, или это все-таки живая непрерывная традиция? Потому что даже в Европе все это ходит, но это абсолютно ряженый. Можно я отвечу на этот вопрос? Я не консультант. Мне кажется, что как раз там это живая и совершенно нерушимая традиция. И это не имеет никакого отношения к нашей карнавальной, православной эйфории, которая возникла в последние годы. Там по-настоящему, вне зависимости от того, во что верят люди, они действительно верят. Мой партнер по фильму, не будучи буддистом, а будучи язычником, он об этом совершенно спокойно говорит, и заходя в Волгинский Дацан, будучи знакомым с Ганжур Ламой, в Бурятии он очень известный человек, его очень любят, он настоящая звезда оперного театра. И приходя, допустим, к Ганжур Ламе, он совершенно спокойно ему говорит: вы же знаете, я во все это не верю, я язычник. У него там дедушка или прадедушка был шаманом. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы снимаем на плато Чингисхана, он совершенно серьезно, на полном серьезе. Это человек, который поет арии. Учился в Москве, да. Говорит: вот здесь я кричать не буду. Здесь кричать нельзя. Эдуард, почему здесь кричать нельзя? Здесь нельзя кричать, здесь духи. Вот, если хотите, будем вот там снимать этот план. Идем по дороге, он говорит: здесь нельзя громко говорить. Или там едем на машине, он говорит: здесь надо остановиться и вот с этим кустиком поговорить. Почему с этим кустиком поговорить? Ну, потому что надо. Я не могу это объяснить, говорит он. Так что нет, это не карнавальная история. Она такая вот, и именно это, может быть, для меня было самым главным. Вообще в этом длинном путешествии, потому что мы же сели в машину в Москве и доехали сначала до Улан-Удэ, потом до берега Байкала, потом в Баргузинский Дацан. То есть это было настоящее паломничество, если хотите. Мне очень жаль, что в самом фильме, в том виде, в котором я его вчера увидела, это, к сожалению, не отразилось. Не отразился путь. То есть сейчас, на мой взгляд, все-таки преобладала некая придуманная игровая история. А документальная история пути
целой группы и некого столкновения европейской культуры и незнакомой для нас культуры Бурятии, которая вмещает в себя и буддизм, и язычество, к сожалению, она оказалась за пределами вот этого фильма. Но это мое личное сожаление. Вот. Поэтому нет, это не карнавальная история, это по-настоящему. И можно коротко уточнить, что поет Эдуард за кадром? Добрый день. Я не только продюсер фильма, я еще и композитор. Поет он у нас Вольфа. Это произведение, приведенное мне с языка. Гугл. И да, это текст Микеланджело. Поет Эдуард Драгбаев по-немецки, уже, не по-итальянски. И в конце он поет очень концептуально арию из волшебной флейты Моцарта. И то, что он поет, это действительно тоже мы ему сказали, ты спой то, что ты чувствуешь к Юле. Мы ему не говорили, ты должен спеть именно вот эту арию или вот эту. А ария это Зарастра, да? Вот, поэтому он подумал, он почувствовал ее и вот спел. Князев Андрей, Международная газета «Мир новостей», еженедельник «Новый вторник». Во-первых, вопрос короткий к Юрию Аук. Что самое запоминающееся, изменилось ли ваше как-то мировоззрение? Потому что года полтора назад или год я прочитал очень грустные ваши воспоминания, мысли в Фейсбуке по поводу общества, по поводу изменений в стране. И вот я увидел, вы поехали, у вас вот таких грустных мыслей в Фейсбуке поменьше стало. Это вам вопрос. А второй вопрос. Вчера мы спорили с коллегами. Значит, открытый финал. Погибла ли героиня? Я уже не знаю, кому, к режиссеру, наверное. Умерла ли она? Вот мне кажется, что надо было все-таки показать смерть героини. Это логично было бы. А тут открытый финал. Почему? Отвечаю на первый вопрос. Моих грустных мыслей в Фейсбуке стало меньше, потому что на одном из фестивалей ко мне подошел Акопов и сказал: ты хочешь, чтобы мы с тобой еще поработали? Так что это паломничество к моим грустным мыслям в Фейсбуке не имеет никакого отношения. Они у меня еще более грустные. Извините, Акопов. Видимо, не знаю, что произойдет, но они еще более грустные по поводу общества. Ну а вот изменилось ли все равно в целом мировоззрение? Что-то? Да нет, ничего не изменилось. Понятно. Я как разговаривала в детстве с деревьями, так разговариваю до сих пор. А второй вопрос? Да. Конечно, она умерла прежней, то есть не умерла ее физическая оболочка, как принято смерть, значит все, а умерла она та прежняя уже в тот момент, когда она решила приехать. То есть вот этот шаг приезда, этот шаг встречи с Батором, это уже ее смерть, вот той прежней Юли. И я считаю, для меня это очень важно, что здесь произошло некое перерождение ее, то есть смерть прошлая и вот ее потом новая жизнь совершенно в другом уже восприятии себя. И это же очень важно, когда мы в какой-то момент понимаем, что какие-то глупости мы наделали год-два. Нет, это философские вещи. Я вчера... Это как раз мне понравилось, в отличие от того, что документальное и игровое слишком сильно увязали. А вот это как раз момент приятный. Спасибо. Есть еще такой момент чисто буддийский, там, да, когда лама, это совершенно реальный лама, он сидит ее и, как говорят буддисты, отчитывает. То есть она настолько сильно заболела, есть ламы, которые читают некие тексты, и там звучит известная буддийская молитва мигзен, так называемый. И как раз они направлены на то, чтобы, знаете, есть такие ритуалы на открытие дверей, да, там,
чтобы жизнь человеческая продолжалась, когда, как буддисты говорят, вот душа куда-то ушла, надо ее вернуть на возвращение души, чтобы жизнь продолжилась. Вот примерно такое значение вот этой молитвы, которая там звучит. И это совершенно реальная лама, ее читают над Юлей, и потом, вы видели, она там дальше едет живая, но обновленная. Еще один-два вопроса, поэтому да. Микрофон, пожалуйста. Микрофон, у нас будет пожалуйста. Вопрос Юлии. Вот я заметил, что вам ставится роль в фильмах такого этнического, что ли, характера. Это случайно или нет? Ну вот «Овсянки», «Луговые моря», вот этот фильм. Вы посмотрите, как я выгляжу. Это, по-моему, естественно. Ну, вообще-то в интимных местах вы тоже снимались, и прекрасно. За что я безумно благодарна вот режиссерам, которые увидели во мне не только... На самом деле, у меня вчера был такой момент тоже, я не знаю, хорошо это или нет. Когда я действительно вчера видела фильм первый раз, и когда я себя увидела в этом грузовике, едущей, я подумала, о, овсянки номер 2. Слава, хочет спросить еще? Ну, тогда Слава. Кто-нибудь из съемочной группы, ну кроме Анастасии, которая даже это без вопросов, видел фильм «Воропаева «Спасение»? Кто-то видел, да? Просто год назад он тоже был здесь, и потом, естественно, он шел в прокате, даже, по-моему, уже показан по телевизору. В чем-то похожая история, хотя там, конечно, такая, ну, с одной стороны, христианская монахиня идет в христианстве, ну, в Тибете. Но это, конечно, для Воропаева христианство, это все тоже, конечно, такая чисто нормальная штука. Тем не менее, вот Воропаев рассказывает эту историю как, вот для него это такой вот формальный все-таки ход, чтобы показать именно не христианское, не восточное, а некое такое универсальное, причем вот по большому счету такое очень надуманное, хотя при том, что это потрясающе талантливо сделано, это другой вопрос. Вот. А все-таки для вас в первую очередь важна была именно вот эта вот какая-то формальная композиционная конструкция. Я нисколько не сомневаюсь в искренности ваших как бы исходных убеждений, но все-таки вам важно было некое вот такое вот какое-то послание, или какая-то информация хотя бы, или все-таки вы хотели прежде всего сделать художественное произведение, а потом, ну не потом, но все-таки вот в первую очередь дать художественный образ, а уже в связи с этим образом высказать какие-то мысли, потому что здесь мы часто, вот даже в этом зале на пресс-конференциях, слышим много разговоров об общественном благе и очень мало о художественном качестве. Я попробую ответить на него. Формальности здесь не было однозначно. Потому что если бы я приехала в Бурятию и просто бы увидела красивую картинку, я бы не смогла. И Валерий Бакич Ахадов тоже знает, что если я не прочувствую, не влюблюсь во что-то, то я не смогу родить. Вот так же произошло после съемок в Бурятии. Меня пригласили в Индию, чтобы раз я такая влюбчивая, сейчас меня Индия, это тоже поразит. Но, к сожалению, несмотря на потрясающую Индию, мы не смогли принять друг друга. И вот здесь именно захотелось, вот, сейчас я говорю как мама, там забеременеть, родить. Раньше бы я так не сказала, говорите. Но вот захотелось именно воплотить вот эти чувства именно вот с этой культурой, потому что для меня она, как, вы знаете, какое-то откровение, что ли. Я не буддистка абсолютно, но она настолько глубоко проникла в меня, и я настолько люблю теперь их, и что мне очень хотелось, чтобы свои чувства передать на экран, чтобы люди, которые смотрели, тоже попробовали соприкоснуться. Почему прикосновение?
потому что это как ветер, оно просто по всему телу тебя окутывает, и хотелось, чтобы оно действительно так окутало. Если это получилось, я очень рада. Если нет, то может быть действительно не для всех. Я понимаю, что все люди разные, но хоть какое-то количество людей заинтересовать, приехать, и то также, может быть, прикоснуться к этому прекрасному миру. Спасибо. Можно добавить, да, совсем коротко, да, потому что Лена все-таки больше за такую критическую часть отвечала, а я как документалист за более такую, не знаю, более жесткую, прагматичную, что ли. Мне кажется, что этот фильм еще и, не знаю, как некая живая такая история, которая была открыта и которая обрастала какими-то смыслами уже в процессе этого всего, иногда достаточно жесткими смыслами, и это хорошо, то есть это на самом деле про жизнь и очень живое, и это главное. Спасибо большое. И небольшое объявление. Да, да. На самом деле, тот фильм, который вы видели, и тот фильм, который мы будем представлять в Монреале 3 сентября, это так называемая прокатная, можно сказать, продюсерская версия фильма. Немножко заинтригуем, что нас ожидает еще авторская, расширенная версия, которая будет иной, будет с другой музыкой, с другим монтажом. Возможно, вы сейчас более подробно расскажете, а может и не расскажете. Вот, и мы надеемся, что, во-первых, мы очень ждем эту версию, а во-вторых, мы надеемся, что мы будем иметь возможность показать ее на фестивале Артфест, если они сочтут, что наша картина будет достойна этого. И, в общем, у нас будет 2 фильма от этой всей истории. Вот такие вот у нас объявления. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Я вообще не буду вас остаться, потому что мы сейчас переходим к картине «Хит». Я приглашаю